Добрый день, приветствую вас на канале Алегрия Премиум. Меня зовут Егор, и сегодня я хочу вам показать один из, наверное, самых грандиозных строящихся проектов, которые будут состоять из отдельно стоящих домов с частной территории. Находимся мы в привилегированной части Финистрата. На самом деле, наверное, это район, который развивается просто с невероятной скоростью и с каждым годом становится все интереснее и удобнее для жизни. Почему данный проект можно считать интересным с точки зрения цены? Изначально рассмотрим. 4 фазы застройки. Сейчас за моей спиной вы наблюдаете первую фазу. Здесь на данный момент доступных осталось 3 объекта. Цены стартовали с 335 тысяч за отдельно стоящий дом с 2 спальнями. Сейчас все эти объекты раскупили, остались только 3-спальные варианты ценой от 399 тысяч. Фаз здесь 4. То есть застройщик вот с момента, как вы увидите это видео, в течение 4 лет планирует реализовать все 4 фазы. И вот в эти 4 фазы входит более 120 объектов. Поэтому по мне так грандиозно, да, и также плюсом можно учитывать то, что дома будут выполнены в одном похожем стиле. Поэтому это не будет как-то в разнобой, как это можно наблюдать, например, в серо-картине, да. С точки зрения удобности самого района и наличия инфраструктуры. Напомню, что район вообще развивается. Каждый год можно действительно наблюдать изменения. Ну, из таких самых значимых вообще точек это Бенедорм, да, всего 10 минут езды на машине, и вы уже окажетесь в городе. 15 минут вам нужно будет, чтобы доехать до ближайшего пляжа. Наличие ресторанов, торговых центров. Также есть 2 аквапарка, огромный парк с аттракционами. Если вы рассматриваете дом в этом комплексе для постоянного проживания, то будьте готовы, вам понадобится автомобиль. А если вы рассматриваете недвижимость данную для того, чтобы приезжать, отдыхать, использовать ее как вторую резиденцию, тоже вам нужен автомобиль. Несомненным плюсом является наличие в планах у застройщика реализовать торговый центр. В нем будут находиться сервисы первой необходимости, супермаркет, аптека, ресторан и какие-нибудь магазины. Сейчас предлагаю пройти посмотреть сам дом, просто понять, как будут выглядеть последующие построенные дома. Также хочу сказать, что этот дом находится на продаже. Его стоимость 450 тысяч евро, уже со всеми комплектующими, которые вы увидите. Поэтому не буду вас задерживать, пойдемте посмотрим сам дом. Территория данного дома насчитывает 325 квадратных метров. Сразу же хочу обратить ваше внимание на то, что есть парковочное место для одного автомобиля и для мотоцикла. Продолжая знакомиться с участком, можем наблюдать бассейн формы L. Не сказать, что бассейн огромный, но его вполне хватит для того, чтобы окунуться в прохладную воду летом, когда будет очень жарко. Несмотря на отдаленность от моря данного проекта, в частности этого дома, мы можем наблюдать виды на море, которые также будут открываться из домов 1, 2 и 3 фазы. Отдаляясь от бассейна, можем наблюдать центральный вход данного дома. Мы зайдем туда чуть попозже. А сейчас хочу обратить ваше внимание на продолжительность данной территории. То есть напомню, что это 325 квадратных метров и как они реализованы. Мы видим бассейн, мы видим территорию с озеленениями, в данном случае это оливковое дерево и искусственный газон. И мы уже с вами дошли до технической части территории. Здесь мы можем наблюдать технический уголок данного дома, а также место для возможной организации барбекю-зоны. А теперь предлагаю пойти посмотреть сам дом. Входная группа, сразу же после нее гардеробная зона. Здесь мы видим коридор, который отделяет данный остров, он отделяет зону для релакса с видом на бассейн и море, и кухню, где вы будете заниматься готовкой и приготовлением вашей пищи.
Кухня полностью укомплектована, как я уже говорил ранее. Очень удобный островок, на котором можно приготовить еду, да, и помыть посуду. Здесь мы видим кухню, выполненную в данном стиле. Можно выбирать материалы. Напомню, что этот объект уже продается готовым. Также много натурального света из-за вот этого окна в пол. И здесь у нас техническое помещение внутри квартиры. Здесь стоит водонагрев воды и стиральная машина. Двигаемся далее и можем наблюдать обеденную зону. Также попадаем в коридор, типичный для Испании, не широкий, узкий коридор. Справа от меня ванная комната, и сейчас мы посмотрим с вами 3 спальни. Первая спальня в данном доме. Видим двойную кровать, встроенный шкаф и несомненный плюс, которым обладает каждая спальня в данном доме, это окна в пол и возможность выйти на частную территорию из каждой комнаты. Спальня номер 2 имеет на 2 квадратных метра больше, чем спальня номер 1, которую мы сейчас с вами смотрели. Здесь мы видим 2 одинарные кровати, соединенные в одну, также встроенный шкаф и выход из этой комнаты на территорию, где мы с вами видели техническое помещение дома. Попадая в главную спальню дома, можно наблюдать ванную комнату, которая имеет большой плюс. Это окно в пол, которое дает и добавляет много натурального света. Здесь мы можем наблюдать 2 встроенных шкафа, двойную кровать. И также напомню, что весь дом обладает системой кондиционирования на холод и на тепло. А теперь, когда мы провели экскурсию по дому, предлагаю проследовать за мной. Мы поговорим о цифрах и подведем итоги данного видео. Финальную часть данного ролика я решил записать именно здесь, на фоне данного дома. Напомню, что таких и схожих домов здесь будет более 120. Предложение само, как и этот дом, так и сам комплекс, я считаю, в принципе, интересным и перспективным, потому что мы видим достаточное количество предложений, разных планировок. Цены стартуют от 399 тысяч и доходят до 750 тысяч евро за дома с большим количеством квадратных метров и лучшим расположением. Сама инфраструктура имеет перспективу на развитие. Также не забываем, что застройщик будет строить здесь торговый центр. И Бенидорм, он находится всего в 15 минутах езды на автомобиле. Также развлекательные центры, торговые центры, рестораны и, в принципе, все, что вам нужно для того, чтобы вы смогли здесь комфортно жить или отдыхать. Если вы находитесь в поиске действительно хорошей недвижимости, рекомендую вам записать мой номер. Меня зовут Егор.